Всем привет! Наверное, все уже знают, что есть такая линейка смартфонов для любителей больших дисплеев, как Xiaomi Note. Она впервые была представлена в далеком 2015 году. Также обязательным условием для гаджетов этой серии стало наличие сканера отпечатков пальцев. Еще из отличий корпус смартфонов имеет металлическую рамку и заднюю накладку из закаленного стекла, что является большим плюсом. Напоминаю, что есть такой китайский сервис микроблогов Weibo, запущенный компанией Sina 14 августа 2009 года. Он является своего рода гибридом между Твиттером и Фейсбуком. Сервис является одним из самых популярных сайтов в Китае. Так вот, генеральный директор Redmi Лу Вейбинг намекнул в данном сервисе, что компания готовится к запуску серии смартфонов Redmi Note 11, что является большим плюсом. И это еще не все. Сегодня информацией о технических характеристиках телефонов поделился очень авторитетный инсайдер из Китая. Итак, основные фишки смартфона Redmi Note 11 Pro, опять же, это OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, мощный энергоэффективный процессор Dimensity 920, аккумуляторная батарея на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 67 Вт. И, конечно же, цена в 1599 юаней. Это примерно $250. И многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Если верить источнику, Redmi Note 11 5G получит IPS-панель, поддерживающую частоту обновления 120 Гц. Напоминаю, что сейчас все производители поголовно ставят AMOLED-дисплеи в свои смартфоны. IPS-экраны имеют высокое качество изображения, а также мы получаем максимально естественную цветопередачу. Главная особенность технологии заключается в реалистичности передачи цвета. Именно по этой причине дисплей с такой матрицей пользуется огромным спросом среди профессиональных редакторов фото и видеоизображений. Кроме этого, IPS-матрицы отличаются более высокой яркостью и контрастностью. Селфи-камера может быть установлена на 13 мегапикселей, а основная получила сенсор на 50 мегапикселей. Вычислительным центром смартфона якобы выступит Dimensity 810. Он содержит графический ускоритель Mali G57MC2. Поддерживаются беспроводная связь Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1. Платформа позволяет задействовать оперативную память LPDDR4X и флеш-накопитель UFS 2.2. Оперативной памяти в смартфоне Redmi Note 11 будет 6,8 ГБ, а вот своей 128 или 256 ГБ. В телефоне может быть установлена батарея емкостью 5000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку на 33 Вт. По словам инсайдера, ожидаемая цена устройства составит 1199 юаней. Это примерно $190 за такой-то смартфон. Это вообще подарок. В то же время смартфон Redmi Note 11 Pro 5G получил OLED-экран с частотой обновления 120 Гц. Напоминаю, суть технологии состоит в том, что каждый пиксель дисплея представляет собой отдельный источник света. Большой размер пикселя позволяет получить гораздо более высокое разрешение, плотность пикселя и, следовательно, качество изображения. Насыщенные цвета и энергосбережение, а также идеальный черный цвет — это основные преимущества OLED-матрицы. Смартфон будет иметь 16-мегапиксельную камеру спереди и 108-мегапиксельную сзади, что является просто восхитительным результатом. Смартфон, вероятно, будет работать на процессоре Dimensity 920. Он использует связку Cortex A78 и Cortex A55 с тактовой частотой 2,5 и 2,1 ГГц соответственно. Графический ускоритель выступает Mali G68MC4. Реализована поддержка беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.
и 2. Могут применяться чипы оперативной памяти LPDDR4X и LPDDR5, а также флеш-накопители стандарта UFS 2.1 и UFS 3.1. Оперативной памяти смартфона Redmi Note 11 Pro на выбор 6 или 8 гигабайт своей, 128 или 256 гигабайт. Смартфон также предложит батарею емкостью 5000 мАч, но тут уже мы получили быструю зарядку на 67 Вт. Данное зарядное устройство заряжает телефон с 0 до 100% за всего лишь 1 час. Ожидаются стереодинамики от JBL и модуль NFC. Предполагаемая цена 1599 юаней. Это примерно $250. Предположительно, анонс смартфонов Redmi Note 11 состоится в ноябре. Напомним, прошлая линейка Redmi Note 10 была представлена в марте 2021 года. То есть ждать осталось совсем недолго. Также напоминаю, что совершенно новый флагман компании Xiaomi с уникальным дизайном показали на официальных патентных изображениях. И это, честно говоря, очень сильно радует. Что немаловажно, этот телефон получил новый дизайн с закругленными углами и изогнутым по бокам дисплеем. У аппарата очень узкие края экрана. И видна лишь небольшая рамка сверху и снизу. В верхнем левом углу есть отверстие для селфи-камеры. Экран изогнут сильнее, чем, например, в случае серии Xiaomi Mi 11. Вполне возможно, что на этих рендерах мы видим именно Xiaomi 12. Ну что же, ребята, по поводу линейки Note от компании Redmi, эта линейка действительно заслуживает внимания. У меня были смартфоны Note 7, Note 8, Note 9. К сожалению, я не использовал Note 10 серию, но скажу сразу, что Note 7 серия получилась очень и очень хорошая. А вот Note 8 не совсем там было все хорошо, потому что процессор очень жестко тупил. И вообще было много проблем у данной серии. Но как мы видим, Redmi Note 11 это действительно очень и очень хорошая серия получится у компании Redmi. Как мы знаем, данная компания действительно выпускает бюджетные смартфоны за минимальную сумму. И данная компания предоставляет нам максимум возможностей за маленькие деньги. А как мы видим, технические характеристики смартфона Redmi Note 11 и Redmi Note 11 Pro действительно заслуживают внимания. Мы получили там IPS экран, там OLED, что является большим плюсом. То есть, кому не нравится OLED экран, покупаем IPS. Это очень хорошо, что есть выбор, потому что сейчас все поголовно производители стараются внедрить в свои смартфоны OLED матрицы. Это, на мой взгляд, очень большой минус смартфонов. Также мы должны понимать, что сейчас очень много смартфонов, а вернее производителей, отказываются от дракона в пользу Dimensity и так далее. То есть это также является очень большим плюсом. Как мы знаем, сейчас компания Google сделала свой процессор и отказались от дракона. Почему? Да потому что они могут сделать достаточно неплохой процессор. Также и Kirin, также и Exynos и так далее. Действительно, если сейчас брать дракона и брать его лет так 5 назад, то это большая разница. То есть не все производители сейчас свои смартфоны ставят дракона. Вот и все. Ждем презентацию, ждем, какие все-таки смартфоны получатся. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.